А вы видели доисторических тварей, которые вроде исчезли, но недавно были вновь обнаружены? От невероятных акул и реальных мамонтов до настоящих речных дельфинов. Я покажу вам 5 фантастических созданий, которые оказались реально существующими, хотя все думали, что они давно исчезли. Акула-гоблин. И с кого бы начать? Что скажете о невероятных морских хищниках? Долгое время гоблинские акулы считались вымершими, но в 2007 году они вновь были замечены у японских берегов, и особо часто их стали видеть в бухте Суруга. Эти морские обитатели поражают воображение. Их тело похоже на тело угря, а голова типична для акул. Они достигают 2 метров в длину и окрашены в темно-коричневый цвет. Их уникальное название происходит от 6 пар жаберных щелей. Глаза этих акул светятся в темноте, но самое страшное – это их огромные симметричные зубы. У гоблинских акул их 300, формирующих 25 рядов, а рот намного больше и глубже, чем у других акул. Эти создания считались вымершими, но теперь перенесены в разряд на грани вымирания. Они живут уже 80 миллионов лет. Представляете? Гоблинская акула представляет собой глубоководного жуткого хищника, уникального в своем роде. Это создание получило свое название за счет своего необычного вида. У акулы длинное, клювообразное рыло и выдвижные челюсти. Ее кожа настолько тонкая, что сквозь нее просвечивают кровеносные сосуды, придавая окраске розовый оттенок. Самая большая из зарегистрированных особей достигала 3,5 метров в длину и весила 210 килограммов. Гоблинские акулы обитают на глубине более 200 метров и питаются глубоководными кальмарами, крабами и рыбой. На сегодня известно всего 45 экземпляров, пойманных или выброшенных на берег. Впервые они были описаны в науке в 1898 году. Первый экземпляр был пойман в 1897 году у берегов Японии. Эти акулы обитают на глубине от 200 метров и встречаются в теплых и умеренных водах всех океанов. Максимальная глубина, на которой их ловили, составляет 1300 метров. Особенности акул-гоблинов. Эти акулы имеют веретенообразное тело и округлые плавники, что нетипично для других видов акул. Их задние и брюшные плавники больше спинного, что тоже довольно необычно. Хвостовой плавник асимметричен с сильно развитой верхней лопастью, в то время как нижняя лопасть отсутствует. Живые особи имеют розовые оттенки кожи, как я и говорил, из-за кровеносных сосудов. Вот только после смерти они становятся буро-коричневыми. О жизни гоблинской акулы известно очень мало, ведь их считали уже вымершими. Даже до сих пор не ясно, сколько их осталось и стоят ли они на грани исчезновения, либо просто не попадаются человеку. Эти акулы питаются глубоководными животными, включая рыбу, моллюсков и ракообразных. Их челюсти уникальны не только из-за количества зубов. Они могут выдвигаться вперед, что позволяет акуле захватывать добычу, засасывая воду и жертву в пасть. Нос акулы обладает электрочувствительными клетками, что помогает находить пищу в полной темноте. Печень у этих акул очень велика и составляет до 25% от массы тела, выполняя функции плавательного пузыря. Предполагается, что гоблинская акула яйцеживородящая. В дикой природе у нее нет естественных врагов, а в ископаемом виде она не встречается, хотя по внешнему виду напоминает некоторые древние виды акул. Гоблинская акула не представляет коммерческой ценности, однако ее челюсти являются желанным объектом для коллекционеров. Один экземпляр даже был пойман живым и временно содержался в Токийском университете в Японии, но выжил всего неделю в неволе. Хотя теоретически эти акулы могут быть опасны для человека, как и любая акула длиной более 80 сантиметров, риск встречи с ними крайне мал из-за их редкости и приверженности глубоководным обиталищам. Я бы точно не хотел попасть в такие челюсти, шерстистый мамонт. Ну и если мы говорим про невероятных монстров прошлого, которые явились вновь, то как я могу забыть про мамонта? Да, я не шучу. Шерстистые мамонты, огромные твари с бивнями, по общему мнению, вымерли около 10 тысяч лет назад. Тем не менее, благодаря открытиям окаменелостей и некоторым заявлениям очевидцев, у ученых возникли предположения о том, что они все еще могут населять некоторые уголки планеты. Особенно это касается неизведанных просторов Сибири, где, как верят ученые, эти древние животные могли сохраниться. Эти массивные создания, похожие на пушистых слонов, в высоту достигали более 3 метров и весили до 7 тонн, примерно как 4 обычных слона. На материке мамонты исчезли 10 тысяч лет назад, но на острове Врангеля они продержались до 4 тысяч лет назад. В 2012 году было заснято видео, где шерстистый мамонт якобы пересекал реку в Сибири. Очевидец, запечатлевший это событие, не решился подойти ближе, опасаясь напугать животное или подвергнуть себя риску. Хотя
некоторые предположили, что это мог быть слон, наличие диких слонов в Сибири полностью исключено. Как жили шерстистые мамонты? Шерстистые мамонты появились около 450 тысяч лет назад и были не намного больше современных африканских слонов, но их внешний вид был гораздо более внушительным, особенно благодаря их длинной шерсти, которая достигала 80 сантиметров и обеспечивала защиту от холода и влаги. Не только шерсть делала их особенными. Огромные бивни мамонтов, которые могли достигать 4,2 метра в длину и весить почти 100 килограммов, хотя в среднем они были короче, около 2,5 метров. У самок также были бивни, но они были меньше. Эти мощные инструменты служили мамонтам для различных жизненных нужд. Они могли использовать их для очистки снега в поисках пищи, для впечатления на самок во время брачного периода или как средство защиты от хищников. Взрослый мамонт-самец, будучи мощным и внушительным зверем, почти не имел врагов среди хищников. Однако перед лицом угрозы от человека даже такие гиганты оказывались беззащитны. Примерно 40 тысяч лет назад, когда современные люди пришли в Европу из Африки, они столкнулись с мамонтами, которые уже давно соседствовали с неандертальцами. Неандертальцы использовали мамонтовые кости для строительства, но с приходом Homo sapiens началась эра более эффективной охоты, что приблизительно 20 тысяч лет назад начало приводить к уменьшению численности мамонтов. Несмотря на окончание ледникового периода, которое также вносило изменения в условия жизни мамонтов, основную роль в их исчезновении сыграло именно человеческое влияние. Люди использовали для охоты копья с длинным узким наконечником, которые эффективно проникали в тело животных и наносили смертельные ранения. До середины 20 века находились замороженные останки шерстистых мамонтов, что подогревало интерес и спекуляции о возможном существовании их живых потомков в неизведанных уголках Сибири. Тем не менее, научно подтвержденных свидетельств о существовании живых мамонтов сегодня нет. Но кто знает, что скрывают необъятные просторы Сибири. Согласны, Байдзи? А помните, я говорил про невероятных дельфинов? Байдзи, или китайский речной дельфин, когда-то был обыденностью в реке Янцзы, но они вымерли после строительства масштабной дамбы Три ущелья. Фактически их убил человек. Эти дельфины выделялись своей уникальной внешностью, длинным, узким и слегка изогнутым вверх клювом, напоминающим клюв журавля. Их коренастое тело было примерно размером с взрослого человека и окрашено в светло-голубовато-серые тона, а брюхо у них было от белого до пепельно-белого цвета. Самки байдзи, как правило, были крупнее самцов, их длина колебалась от 185 до 253 сантиметров, а вес мог достигать от 64 до 167 килограммов. Самцы были несколько меньше, их длина варьировалась от 141 до 216 сантиметров, а вес составлял от 42 до 125 килограммов. Эти дельфины вели активный дневной образ жизни, а ночью отдыхали в зонах с медленным течением. Их рацион состоял в основном из мелкой рыбы, угрей и сомов, которых они выкапывали из донного ила, а также моллюсков, раковины которых они разбивали своими крепкими зубами с боковыми выростами на широких корнях. Дельфины обычно встречались парами или иногда собирались в небольшие группы от 3 до 16 особей, которые могли проводить вместе 5-6 часов в кормных местах. Они участвовали в сезонных миграциях, перемещаясь в зависимости от времени года в различные части реки и озера. Например, летом, когда вода в Янцзы была высока, они заплывали в мелкие протоки, а зимой возвращались в основное русло. Дельфины вернулись? Начиная с 1950 года, численность байдзи начала уменьшаться, особенно в периоды голода, когда их активно ловили ради мяса. Экономический рывок и индустриализация в Китае также нанесли ущерб их популяции из-за увеличения загрязнения, шума от судоходства и строительства дамб, а также из-за рыболовства, в котором дельфины часто запутывались в сетях или гибли от браконьерских электроудочек. В 2006 году вид байдзи был объявлен вымершим, но уже в следующем году одна особь была заснята на видео в реке Янцзы, что подтвердил ученый Ван Динг. После этого последовала масштабная экспедиция, в ходе которой ученые прошли более 6300 километров по Янцзы, но больше особей обнаружено не было. Тем не менее, учитывая, что только малая часть реки была исследована, существует вероятность, что некоторые байдзи все еще могут обитать в удаленных и малоизученных участках Янцзы. Поющая собака из Новой Гвинеи.
А видели самых древних собак на планете? Новогвинейская поющая собака – это древний и уникальный вид, считавшийся исчезнувшим на протяжении десятилетий. Впервые предположения о вымирании этих собак возникли более 50 лет назад, но затем они были вновь обнаружены в диких лесах и горах Новой Гвинеи в 1970-х годах. Вопреки мнению одного ученого, утверждавшего о их полном исчезновении, в 2022 году группа исследователей снова подтвердила их присутствие, зафиксировав 15 особей в горах Пунчак-Джая, одном из самых отдаленных и неприступных мест в Новой Гвинее. Эти собаки выделяются среди других домашних и диких собак благодаря своему уникальному происхождению. Их предки отделились от основного ствола собачьего семейства около 30 тысяч лет назад, и уже 6 тысяч лет они обособленно обитают в Новой Гвинее. На протяжении этого времени поющие собаки стали настолько отличными от других представителей собачьих, что ученые выделили их в отдельный подвид. Эти животные невелики по размеру, достигая всего до 40 сантиметров в холке, и весят не больше 15 килограммов. Они приспособлены к жизни в горных лесах. У них развита необычайная гибкость и ловкость, благодаря особому строению мускулатуры, соединенной с позвоночником. Хотя это уменьшает их скорость и выносливость, поющие собаки компенсируют это мощными челюстями и большими зубами, что позволяет им успешно охотиться даже на деревьях. Однако самая заметная особенность этих собак – их пение. Несмотря на то, что их вокализация может напоминать звук полицейской сирены или скрип, она уникальна и отличает их от всех других собак. Эти звуки, которые больше похожи на вой, являются предпочтительным способом коммуникации среди поющих собак, что делает их одним из самых необычных животных в мире. Почему не смогли приручить поющих собак? В середине прошлого века один австралийский энтузиаст, покоренный уникальными звуками новогвинейских поющих собак, решил перевести пару этих удивительных животных на свой континент. С тех пор началась их активная доместикация и разведение. Однако успехи в этом деле оставляют желать лучшего. Эти псы оказались не только дружелюбными и здоровыми, но и обладающими крайне сложным характером для обучения. Их избыточная жизнерадостность и гиперактивность делают дрессировку настоящим испытанием, ведь для новогвинейских псов куда естественнее бегать и исследовать окружающий мир, чем спокойно выполнять команды. А еще представьте, какое впечатление производят их вопли, когда вы находитесь в горных лесах, потом, когда это происходит на вашем балконе. Поэтому эти собаки в итоге не прижились у людей, а потом и вовсе пропали, избегая столкновений с человеком. К счастью, недавние научные экспедиции и использование камер-ловушек подтвердили, что новогвинейские поющие собаки не только существуют, но и находятся в хорошем здоровье, продолжая жить в своих естественных условиях. Пигмейский долгопят. Но хватит про зубастых, лучше взгляните на это чудо. Пигмейский долгопят – одно из самых необычных существ, которое можно встретить в Индонезии. Это самый маленький примат в стране, размером с маленькую мышь. Его длина всего около 10 сантиметров, а вес чуть меньше килограмма. С их большими глазами и острыми ушами эти животные выглядят особенно милыми. Долгопят имеет тонкое вытянутое тело длиной от 9 до 16 сантиметров. Кисточка на конце его голого хвоста длиной от 13 до 28 сантиметров придает ему выразительный вид. Взрослый долгопят весит всего от 80 до 160 граммов. Что касается лазания по деревьям, то долгопятам в этом помогают их уникальные пальцы, утолщенные на кончиках, на которых расположены присоски. Эти зверьки единственные среди приматов, которые общаются на ультразвуковой частоте, слыша звуки до 90 кГц и издавая звуки на частоте 70 кГц. Их мех мягкий, обычно коричневатого или сероватого цвета. Наиболее выдающейся чертой долгопятов являются их большие глаза диаметром до 16 мм, которые придают им вечно удивленный вид. Как хищники, у долгопятов есть 34 острых, хотя и мелких, зуба. Эти приматы питаются исключительно животной пищей, включая насекомых и мелких позвоночных, что является редкостью среди приматов. Они используют свою быстроту и способность к внезапным прыжкам для охоты, потребляя в день примерно 10% от своего веса, что составляет от 8 до 16 граммов. Исчезли, но вернулись. До 2000 года ученые считали, что пигмейские долгопяты вымерли. Однако, когда один исследователь отправился в Индонезию для подтверждения этого факта, он неожиданно обнаружил живого представителя вида. Эта находка стала сенсацией, так как до этого момента многие другие ученые не смогли обнаружить этих приматов. До сих пор точное количество пигмейских долгопятов в дикой природе остается неизвестным, что ставит их под угрозу исчезновения. Несмотря на это, в последние
последние годы удалось зафиксировать некоторых из них на камеру, и ученые продолжают работу по поиску и изучению этих уникальных животных, стремясь лучше понять и сохранить их. Надеюсь, что в мире еще много животных, которые просто прячутся, они исчезли навсегда. Кстати, если вы умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то вы достаточно редкий вид. Пишите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Будем рады работать с вами.